Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада «Что дальше между вами?». Анализ ваших отношений, посмотрим, да, мужчина вообще на что готов, какие чувства он испытывает, вообще будет ли он как-то действовать, прояснять ситуацию, переводить эти отношения на новый уровень и так далее. Кому подойдет этот расклад? Ну, конечно, тем, кто в отношениях и надеется на их продолжение, ну или, по крайней мере, на восстановление, да. Итак, смотрим. Начнем с колоды «Колдовское Таро», а там, скорее всего, к нам в помощь придут еще другие колоды. Ладно, посмотрим. Для начала рассматриваем, что сейчас между вами. Ваши отношения на данный момент. Картами расстояния может быть. Одиночество вдвоем, каждый своим делом занимается. Вам бы уже хотелось прояснить эту ситуацию, но дело в том, что мужчина занят своими делами, мужчина вкладывается именно в решение своих проблем и совершенно оставил вас в одиночестве. Совершенно не вкладывается в вашу жизнь, не помогает, скорее всего, не решает ваши проблемы, не интересуется, а что у вас, а как у вас. Но здесь конкретно, да, каждый сам по себе. Кто-то расстался из-за этого и сейчас просто занимается именно тем, что важно. Ну, здесь, видите, девятка – это одиночка, туз мечей – это расставили все точки над «и». Кто-то на бывшего смотрит, кто-то смотрит на бывшего. А если все-таки вы не в разряде бывших, то между вами сейчас такая вялотекущая ситуация, когда каждый сконцентрирован или именно на том, что важно для него. Вот именно для него. Так, ладно, еще что между вами-то сейчас? Угу. Вы сомневаетесь вообще, любит ли он меня, ждет ли он меня, хочет ли он меня, скучает ли он, тоскует ли, будет ли он действовать, будет ли он как-то решать эту проблему, примет ли вообще какое-то решение, будет ли вообще развитие этих отношений. Да, у кого-то может быть расстояние, из-за этого вы чувствуете, что вы как будто бы вроде как с одной стороны есть мужчина, да, а с другой стороны, а что толку? То есть я не чувствую ни поддержки, ни опоры, я не чувствую того, чтобы в моей жизни присутствовал мужчина. То есть здесь конкретно вот женщина одна. Женщина здесь одна. И, по-моему, идет сейчас осознание, а не обманываю ли я себя? Ну или это бывший. То есть это бывший. То есть конкретно идет информация, когда вы расстались, и каждый вкладывается в свое направление. То есть ваши пути разошлись. Но почему-то вы сейчас о нем вспоминаете или начали смотреть на него расклады. Почему? Может, снится он вам по луне, да? Может, постоянно какие-то навязчивые идеи по поводу него. Но у нас тут ретроградный Меркурий все-таки, а это период бывших, конечно. Ну-ка, давайте посмотрим вообще. Хорошо, ладно, если вы узнали себя, то есть ваши отношения, вот что между вами именно так, что да, я чувствую или себя одинокой, находясь в отношениях, или у нас расстояние, не знаю вообще, будет ли продолжение, будет ли встреча, дорога, свидание, будет ли вообще принято какое-то решение и так далее. Я хочу посмотреть, мужчина, что думает о вас. И мы будем смотреть на классической колоде Таро. Что он думает? Он хотел бы восстановить отношения, да. Что-то изменить между вами. Ему тоже не хватает вашего тепла. Ему не хватает именно того, что вы не вместе. Здесь мужчина вообще намного больше влюблен в вас, чем вы. То есть у вас какие-то планы по поводу стабильности, у вас какие-то планы по поводу того, что я бы хотела понять, что из этого получится, да. Ну, более такие приземленные материальные цели, да. То есть, а не зря ли я вкладываюсь? А вот мужчина у вас тут влюблен. Он прям витает в облаках, он мечтает, его притягивает ваш образ. Он на самом деле видит шанс построить что-то серьезное, что-то важное, но он не знает, если честно, как ему действовать вот именно в этой ситуации. Если здесь расстояние нужно преодолевать. А преодолеть его можно только в том случае, если кто-то из вас переедет, например, или вы к нему, или он к вам, да, ну тут в зависимости от того,
что вы хотите. Но мужчина обдумывает перемены, он обдумывает новый этап вашей жизни, он обдумывает то, что сделать для того, чтобы наша пара была уже здоровой, без каких-то проблем. То есть он прям конкретно настроен на преодоление каких-то препятствий. То есть это его мысли, мысли о действиях, о свидании, о преодолении, о том, чтобы вам что-то предложить, о том, чтобы вам что-то подарить. Кстати, здесь мужчина собирается вам что-то дарить еще. Еще что он думает о вас? Ну, что вы для него женщина закрытая книга, то есть он не совсем еще понял, что вы хотите от него, как вы видите эти отношения, что для вас важно, что для вас в приоритете, какие чувства вы испытываете. То есть он видит, что вы закрываетесь то ли от чувств, то ли от принятия решения, то ли, может быть, от тех проблем, которые сейчас возникли в вашей жизни. То есть вы боитесь попасть, ну, в ловушку самообмана. То есть придумать, например, счастливое будущее, а потом в этом разочароваться. То есть это он прекрасно осознает. То есть вы по справедливости, он знает прекрасно, что в вашей жизни были и обманы, и предательства, и люди, которые пользовались вашими чувствами, и разочарование, и беспокойство. То есть мужчина здесь четко это понимает. То есть не просто вот он, да, там вступает с вами в отношения, и для него вообще не важно, что вы чувствуете. Нет, он прекрасно осознает. Кстати, здесь мужчина хороший психолог. То есть интуитивно он для себя понимает, что у этой женщины, скорее всего, в прошлом были разочарования. И сейчас ей очень тяжело раскрыться. Вы пытаетесь себя подстраховать, вы пытаетесь себя как-то обезопасить, вы пытаетесь сделать все возможное, чтобы не страдать в будущем. Мужчина же здесь более легкий на подъем. Мужчина, который такой, знаете, и на риск пойдет, и влюбится, и как бы ради чувств и эмоций, да, он будет делать все возможное, и препятствия преодолевает более легко, чем вы. Ну, например, если это расстояние, для него это вообще не препятствие, он пытается что-то сделать, он пытается что-то предпринять, он ищет выход, то есть он такой оптимист. Для него вот прыгнуть в неизвестность – это нормально. А вы нет, вы такая осторожная женщина. Вы женщина, которой нужна конкретика, четкость, ясность. Он это вот прям видит это все это прекрасно понимает. И он понимает, почему вы закрываетесь, он прекрасно понимает, почему вы пытаетесь, а может быть даже где-то притормозить эти отношения, прояснить эти отношения, дай мне ответ, ответь мне на этот вопрос и так далее. Потому что по Луне здесь есть Луна ваших отношений. То есть непонятно, что будет дальше. А вообще будут ли развиваться эти отношения? Ну хорошо, давайте тогда посмотрим на колдовском Таро, как будут развиваться эти отношения. Вот конкретно, как будут развиваться эти отношения. Ну, в ближайший месяц, к примеру, да, что предпримет мужчина, как он будет действовать, преодолеет ли он какие-то препятствия, освободится ли он, может быть, от своей работы, от своей карьеры, да, для того, чтобы уделить время вам. Потому что женщине здесь не хватает внимания со стороны мужчины. Угу. Вы знаете, здесь мужчина что-то сделает очень такое приятное для вас, что на самом деле вас порадует. Да, то есть здесь будет разговор, вот конкретный разговор по поводу вашего будущего. Здесь будет ситуация, когда вы будете четко для себя прояснять, как мы реализуем наши планы, что мы делаем, к чему мы идем. И здесь мужчина будет пытаться развеять ваши страхи. То есть четверка пентаклей, он вам четко даст понять, что вы для него, во-первых, королева пентаклей, женщина
ценная, женщина, которую он терять не собирается, женщина, с которой он собирается восстанавливать отношения, если вы далеко или между вами пауза, женщина, которую он будет держать до последнего, то есть он очень сильно боится вас потерять. Кстати, здесь еще есть ревность, здесь может быть еще, что мужчина, ну, вообще сам по себе, да, он жадный на эмоции. То есть это когда вроде как в отношениях, но мужчине очень тяжело сказать, там, я тебя люблю, да, он не романтик, он более приземленный, он более такой, знаете, прагматичный. Для этого человека лучше что-то сделать для женщины, чем ей каждое утро говорить о том, что он ее любит. То есть он считает, что его поступки, его какие-то действия, и вот смотрите, здесь действия, да, перемены, восьмерка пентаклей. То есть мужчина четко понимает, что то, что он делает, это и есть демонстрация его чувств. То, что он с вами, то, что он возле вас, например, или то, что к вам он стремится, или то, что он вам уделяет внимание, то, что он вам звонит, то, что он о вас не забыл, что он пытается что-то сделать. Вот это и есть его чувство. То есть по-другому он не умеет. То есть мужчина выражает чувства через пентакли или через действие. И он вам это объяснит. То есть то, что вас пугает, то есть то, чего вам не хватает. А я вижу, что здесь женщине чего-то не хватает в отношениях. Именно вот этой ласки, романтики. Вот мы когда выложили характеристику ваших отношений, сразу вышло, да, одиночество вдвоем. Как будто бы женщине не хватает вот этой любви. Хорошо еще. Ну, вы четко ему скажете, что вам не хватает. Да, здесь нужен разговор. То есть здесь нужен разговор, где вы должны понять, в чем проблема в ваших отношениях. Что вас тревожит, что вас беспокоит, почему вы не можете обрести вот это состояние счастья. Во-первых, да, что вас очень сильно волнует. У вас будет очень серьезный разговор, очень серьезный. По поводу ваших переживаний, по поводу ваших страхов. И если честно, мужчина, он пойдет вам навстречу. Он будет пытаться проработать эту ситуацию, он будет стараться вас успокоить, он будет пытаться решить эту проблему. Он будет пытаться делать так, чтобы ваши мечты исполнились. Почему? Потому что вас он терять не будет. Да, не сразу. Да, не сразу он вам даст желаемое. Почему? Потому что, во-первых, он этого делать не умеет. То есть этот мужчина, он развивает отношения по-другому. Совершенно по-другому. Я вам описала, как он их развивает. Но услышать все ваши претензии, поняв, почему вы волнуетесь или отворачиваетесь от него, или то, чего вы опасаетесь, что вам разбивает сердце. Мужчина будет пытаться исправить эту ошибку, хотя делать будет он неумело. Но здесь по рыцарю, да, он вам сделает, например, какой-то сюрприз, создаст там какую-то романтику, или у вас будет встреча, к примеру, да, а потом он опять уйдет в работу. Здесь мужчина больше такой трудоголик, вот трудоголик. Ему нужно все время напоминать, здесь нужно все время не бороться, а даже как-то, да, направлять его на то, что женщине нужно внимание, забота и ласка. Вот здесь мужчина такой, как бы, вот слово мужлан, да, очень сильно подходит. Может, он из семьи там военного, да, где мужчина сказал, сделал, прокомандовал и пошел. Вот такое может быть. То есть такое чувство, как будто мужчина вообще не умеет строить отношения. А вообще, давайте посмотрим, какие чувства он испытывает к вам. Вот здесь его надо перевоспитывать и как-то, вы знаете, направлять. Почему? Потому что я вижу, что мужчина воспитуем. То есть он очень легко поддается воспитанию, и он на самом деле обращает внимание на какие-то свои недостатки или на то, что не ладится, на какие-то проблемы, но только после того, когда ему в лоб об этом скажут. Сам он не догадывается вот именно об этом. Он может чувствовать, что женщина чем-то недовольна, он может чувствовать, что женщина как-то проявляет себя, да, может быть, когда она что-то хочет, к примеру, да, и он пытается ей это дать, но вот что именно ее беспокоит, до него не доходит.
Хорошо, что дальше между вами? Давайте смотреть. Что дальше между вами? Звезда. Я говорю, если у вас расстояние, честно могу сказать, вот оно прям все время будет тревожить ваши отношения. Но мужчина будет все время пытаться преодолеть это расстояние. Кстати, между прочим, здесь мужчина планирует, смотрите, карта смерти и карта смерти. Хватит уже сидеть на троне, хватит уже, да, думать о будущем, пора предпринимать какие-то действия. Он может вам предложить переезд, то есть конкретный переезд к нему. Он может вам предложить то, что уже будет четко говорить о том, что вы парой. То есть он говорит, я хочу быть твоим императором. Все, давай принимать решение, переезжай, собирай чемоданы. Почему? Потому что вот так постоянно волноваться и думать о том, когда мы встретимся, ждать, находиться в каких-то ожиданиях. Я уже сам устал. То есть мужчина конкретно принял решение. Еще, если вы все-таки уже пара, но у вас вот нехватка внимания, заботы, да, мужчина будет пытаться измениться, и, между прочим, у него это со временем получится. Методом проб и ошибок. То есть бывает такое, да, вот я вам сказала, вроде как уделил внимание, потом опять в работу. Вы ему еще раз напомните, пока у него это не войдет в привычку, уделять вам внимание, может быть, там дарить цветы, для кого это актуально, целовать там перед уходом на работу и так далее. Ну, у каждого свое, но здесь мужчина, он будет пытаться работать. Видите, у него трансформация конкретная. Конкретная трансформация. Я меняю обстоятельства, потому что я хочу быть с этой женщиной. Потому что она для меня важна. Я не хочу, чтобы она страдала. Я не хочу, чтобы она переживала. Я не хочу, чтобы между нами было вот это разбитое сердце и девятка мечей. А это бессонные ночи и переживания. Хорошо. Тогда давайте тогда посмотрим, да? Что вам нужно сделать, чтобы ваши отношения были более счастливыми? Вот вам. Двойка пентаклей. Дать шанс. Понять, что на все нужно время. Быть справедливой. Не поддаваться злости. Смотрите, здесь прям вот она. Зависимость от дьявола – это злость. Это ограничение, это когда мы хотим получить во что бы то ни стало что-то. Это когда мы замалчиваем, сами себя накручиваем. Это наши страхи, это наша неуверенность. Что такое дьявол? Дьявол – это негативные мысли, страхи, неуверенность в себе, когда мы не верим, что мы этого достойны. Это постоянное беспокойство, это зависимость от этого. Вот это и есть дьявол. Когда мы не верим, что там мужчина нас любит, и мы начинаем злиться на него, да, почему? Потому что он не доказывает своими поступками, что он нас любит. Вот здесь вот как будто бы вам нужно от этого избавиться, понять, что вы всего достойны, что многое нужно говорить, проговаривать. То есть наш голос – это самое мощное оружие, которое может нас и спасти, и защитить. Но смотря как ты говоришь по иерофанту, это мудрость, это знание, это то, что на самом деле может улучшить свою жизнь. Когда человек понимает, что не все люди думают одинаково, что не все люди замечают какие-то свои недостатки, да, вот здесь, поговорив мягко, прояснив ситуацию, вы сможете спасти ваши отношения. Да, кстати, здесь что вам делать? Ну, во-первых, туз пентакли, верить, что у вас будут длительные, серьезные отношения, брачные отношения. То есть у вас с этим человеком вообще на будущее лежит брак. Если вы уже в семье, у вас длительные, стабильные отношения, прочные отношения, у вас семья очень будет крепкая, но вам нужно прекратить, перестать бояться, что что-то не получится, что что-то разрушится, да, что что-то могут у вас забрать, или человек вас недостаточно любит. Здесь у женщины, да, может быть излишняя ревность, подозрительность, неврозность, да, то есть от этого нужно избавляться. Ну хорошо. Итог этих отношений. Солнце.
Вы знаете, вас ждет брак, вас ждет радость, вас ждет счастье. Кто-то, может, уже смотрит на мужа, да, но сейчас боится его потерять. Нет, у вас будет все хорошо. Кстати, для кого актуально, у вас могут появиться детки. Да, колесо фортуны. Но вы по судьбе друг другу. Вы друг другу по судьбе. Никуда этот мужчина от вас не денется. Это успешные отношения, это победа. Это то, что вас будет радовать и наслаждать. Вы любите друг друга, и мужчина вам это докажет. Скажите о том, что вас пугает. Спокойно, по-женски, нежно, ласково. И мужчина будет готов горы перевернуть ради вас. Почему? Да потому что он видит вас, вашу семью. Ну, девочки, ваше будущее, итог этих отношений. Я при вас выкладываю эти карты. Богини мои прекрасные, верьте в то, что этот мужчина сделает вас счастливой. И он никогда вас не отпустит, он никогда вас не потеряет. И он будет за вас бороться, и он будет делать все возможное, чтобы вы были счастливы. Давайте на этой нотке закончим этот расклад. Удачи вам! Пишите «принимаю», и пусть эта ситуация проиграется именно с вами. Удачи! Всего хорошего! До новых встреч! Ваша Елена.